Ну что, прямо в понедельник начинается наше удивительное приключение. Мы снова приехали в Коломну на такой поздний завтрак. Постараемся вам рассказать. Нас ждет путешествие в XIX век. Сложно себе представить, как такое возможно. Да? От Москвы до Коломны 2 часа езды. Не на лошадях, но на собственном автомобиле. Но мы сами, честно говоря, не знаем, что нас ждет впереди, но уверены, что это будет один из самых интересных дней нашей жизни. Боже мой, боже мой. Ой, спасибо большое. Ой, так, мама дорогая, какое счастье. Приключение начинается. Начинается. Да. Он как раз Да, проходите. Ой, ну вы-то, смотрите-ка, вы ж кудрявенькая, маленькая была, я ж помню. Ну, пойдемте. Повзрослели как, господи. Ой, как доехали-то? Шикарно. Присядьте, моя золотая, присядьте. какой-то коломенский наши. Я их Ой, да, вот еще бы ты послушанием отличалась, а то ведь дерзишь все время, маменька-то. Квасольный? Нет, свежак. Прям от роду ей 35 лет. А вот здесь вот дальше детки прописаны. И вот смотрите, Иван 10 лет. Иван 10 лет. Вот сейчас я вас послушаю.
Барышни, прошу любить и жаловаться. Андрей Владимирович, наш доктор. Это вас там. Вы из Москвы, небось? А вы давай, Суета, сует. И то у нас покой, яблочки, туда. У нас солнце другое, у нас воздух можно кушать ложками, знаете, не то что у вас. Всего 2 пиявки. Свежайшие. Все. Ну что, завершается наш первый день удивительного путешествия в XIX век. Мы прожили его без гаджетов, мы прожили его без электричества, мы позавтракали, мы пообедали, мы поужинали, мы занялись вышиванием, и передо мной лежит какой-то из них, да, вот это вот моя штучка, это островок безопасности для дома. Это маленькая игольница, которую мы сделали своими руками. Я вообще тот человек, который не брал нитку, иголку в руки никогда в своей жизни. Тот вдруг у меня получилась какая-то невероятная красота, потому что атмосфера подразумевает, что я с самого детства занимаюсь рукоделием, им обучена, ему, точнее, обучена, и вместе с нами этот день проживает удивительная команда, наши близкие родственники. Мы действительно разговариваем о вещах, которые волновали жителей Коломны. Ну, мы гости из Москвы, родственники из Москвы. Это, конечно, удивительное ощущение, когда ты вдруг в какой-то момент, тебе действительно кажется, что ты оказался в 1890 году, но вдруг из окна, например, проезжает машина, и из нее доносится какая-то попсовая мелодия, и тогда вдруг у тебя возникает диссонанс, и ты реально на несколько секунд не можешь понять, что происходит, и где реальность, где явь. Это какой-то удивительный, совершенно музейный проект, который запускается. Сделано все настолько безукоризненно, я не знаю, не видно сейчас сумерки, но Маруся до этого при свете немножко снимала. Нас переоблачили в одежду, соответствующую тем обстоятельствам, в которых мы находимся, в доме, в котором мы уляжемся спать, на воздушные перины. Действительно нет электричества, действительно нет водопровода. Он появится через 10 лет. Мне сейчас предстоит умыться из кувшина. В общем, это какой-то невероятный совершенно эксперимент. И пока все, что я для себя придумала, абсолютно превосходит ожидания. Мы даже приняли участие в подготовке варки варенья. Варенье мы будем варить завтра. Ну, что вам сказать? Завтра мы, конечно, подведем итоги, а сейчас отправимся укладываться спать. Нам выдали ночные
рубашки. Ну, вот я думаю, завтра при свете дня, уже когда закончится этот эксперимент, потому что мы в сложном положении, все, кто прибывает в этот дом и кто готов действительно погрузиться в жизнь купеческого провинциального дома XIX века, должны при входе сдать все гаджеты. Мы здесь немножко ради вас отступаем от строгих правил этого дома. Но, что вам сказать, мы в полном восторге, нас здесь трое, и завтра продолжится наш эксперимент, наверное, так я могу его назвать. И когда взойдет солнце, мы здесь живем исключительно от захода до восхода солнца, мы обязательно продолжим наш рассказ. А сейчас я должна буду подобрать подходящий канделябр и отправиться на водные процедуры. Чтобы глазки блестели, чтобы щечки краснели. Как красиво, невозможно. Дома, храмы. Доброе утро. Мы переночевали в доме XIX века, переночевали без электричества, без водопровода, пользуясь ретирадником с распахнутыми настежь окнами. Был какой-то невероятный совершенно опыт, жизненный опыт, потому что мы спали на пуховых перинах, и вот это вот ощущение, да, когда ты действительно как будто как в облако проваливаешься в эту пуховую перину, сначала тебе кажется, что совершенно невозможно уснуть, да, потому что наши ортопедические матрасы 1000 пружин на 1 квадратный сантиметр, да, кажется, что вот эти блага цивилизации, эти ортопедические подушки, это то, что гарантирует спокойный сон. Мы все по-разному спали, нас было трое, один из нас свалился с кровати, другого атаковали мухи. Вот, я, видимо, настолько устала и была, видимо, под самым сильным впечатлением, что я просто, знаете, как вот в облако опустилась на эту пуховую перину, на эту высокую подушку, которая, казалось, моя шея просто, да, не выдержит. Но я хочу сказать, что я спала совершенно гениально. Нас умыли из старинных кувшинов, да, вот включил свет, появился свет, да, там взял в руки телефон, соответственно, ты на связи со всем миром, открыл воду в кране и мойся себе сколько хочешь. А тут все, понимаете, кувшинчик принесли, в него насыпали лепестки роз и, приговаривая детские приговорки, которые бабушка моя, на самом деле, мне тоже говорила по поводу того, чтобы кусался зубок и смеялся роток. Вот так мы проснулись. Потом у нас была зарядка
тоже очень интересная, тоже совершенно, да, так вот в духе 19 века. Ну, а потом, пока в саду, потому что дом Сурановых, вот он за моей спиной, я думаю, что видно вам необыкновенный храм, который мы тоже видим из окна. Дом Сурановых стоит, точнее, он граничит с музеем Пастилы, да, первая грандиозная история, которая здесь появляется и которая, как мне кажется, дает городу совершенно новую жизнь, да, это история Коломенской пастилы. Так вот, здесь есть свой собственный садик, и в этом садике мы пили чай в подстаканниках, а тот, кто пил кофе в тоненьких кузнецовских чашечках, ели ленивые вареники. Вот. Ну, еще что-то так. Калачи Кузьма, да, здесь есть некий персонаж Кузьма, уже даже не хочется назвать его персонажем, а близкий уже нам человек. За это время он сбегал за калачами в калачечную, а калачи, я вам хочу сказать, в Коломне выше всяких похвал. Вот, мы откушали калачей со свежим сливочным маслом и поднялись вот сюда наверх, на эту небольшую террасу, для того, чтобы рассказать вам наши впечатления. Если честно, у меня только одна мысль, как бы мне вот этот халат, Маруся надо мной смеется, что я как царевна-лебедь повожу этими невероятными рукавами. Здесь какая история, когда проект запустится, то, в чем ты провел эти 36 часов, ты в этом, в принципе, можешь уехать домой и продолжить эту не игру у себя дома. Но для этого нужно, естественно, заблаговременно предупредить перед отъездом, что не могу расстаться с этим халатом. Посмотрите, он невероятно хороший, очень удобен. Я просто ростом не вышла, он мне немножко длинноват. Но что я хочу вам сказать, что то, что пережили в этом доме мы, а нам еще предстоит сейчас засолка огурцов, варка варенья, еще какой-то сюрприз. Вот, и мы сказали, что мы не будем обедать, нам сказали, что нет, без обеда нас не отпустят. Но сценарий вот этого дня, я даже не знаю, как один день из жизни москвича в 19 веке, ну, может быть, вы из Петербурга приедете сюда или из любого другого замечательного русского города, сценарий каждый раз разный. То есть вы можете подготовиться, да, что у вас не будет гаджетов, у вас не будет электричества, и вы попадаете в круг дальних или близких родственников, и в зависимости от того, что вы напишете про себя в анкете, а встречу с домом Сурановых предваряет заполнение анкеты, то, соответственно, такую историю вы и переживете. И возможностей от прихода человек, который играет на гармошке, к нам вчера приходили богомольцы. В общем, здесь миллион разных сценариев, бытовых сценок. Ну и меня, например, не покидает ощущение, что мы за этот неполный день прожили бок о бок с персонажами Островского, который, кстати, тоже бывал и очень любил Коломну. Я слышу, что нас зовут уже вниз. Сейчас допью свой чай. Я даже не знаю, как мы отсюда уедем. А, Марусь? Послал. Размоченный не течет. Размочено. Чесночку теперь. Чесночку тоже сейчас не принесет. Вот. Сейчас мы его натрем. Не только укроп. Хрен тут очень хорошо. Господи, как же с хреном хорошо париться.
когда еще наряжаться, когда вот ни солнце, ни приятные любимые люди. Мама превратилась в пиковую даму. Чтобы варенье равномерно варилось. Сейчас пеночку снять надо. Вот, Данилка, давай, пеночку по краям снимай. По краям Сиропчик-то не подбирай. не подбираю. Наташа, я не знаю, как мы сможем уехать. Это, мне кажется, совершенно невозможно. Как можно будет вообще переступить порог этого Сурановского дома и выехать в сторону Москвы. Вы делаете с людьми что-то совершенно невозможное. У меня только один вопрос. Мечта сбылась? Я думаю, да. Я думаю, сбылась. И когда вы наши такие гости-то еще... Мы до сих пор находимся в состоянии такого теста. Мы без счету здесь сами все проживали эти сутки с разными как бы партнерами, участниками проекта. Это были юристы, это были культурологи, искусствоведы, музейщики. Ольга Павел Сюткина были перед вами, Да те, которые составляли всю эту нашу кухню. Создано ведь 15 меню на каждый месяц года, также пасхальное, рождественское и день рождения. Соотносясь с Урановской вот этой... И с Урановской книгой, и временами года, и посты, и вся вот наша русская традиция, вся вошла вот в это. Поэтому, когда... Мы-то с вами знакомы, и мне очень важно, конечно, это ваша обратная связь, но когда люди, которые совершенно не знают там Коломну, не знают, кто такой Суранов, будут уезжать от нас счастливыми, вот тогда, я думаю, мечта осуществится. Вот удивительно, как люди даже не то, что думают одинаково, а смотрят в одну сторону. Потому что я как раз мой финальный вопрос, мне почему-то казалось, что вы хотите, чтобы люди, которые у вас прожили, пережили эти 36 часов, просто уехали от вас счастливыми. Находясь в этом доме, где продумана сейчас каждая деталь, где утопаешь в перинах и ступаешь по этому скрипучему полу, ты вдруг возвращаешься в детство. Я посмотрела на мою маму, которая, извините, супруга чрезвычайного и полномочного посла, всю жизнь она, как сказать, совершенно другую прожила жизнь, и я увидела мою маму. Через 15 минут она заговорила фразами Островского и превратилась в свою бабушку. Мы с ней ложились спать. Она говорит, ты знаешь, я чувствую, что вдруг здесь рядом со мной на этой перине спит моя бабушка. Я вспоминаю все ее кот, наверное, да? Да, все ее фразы. Мы вспоминали, как мама выучила молитву до того, как научилась читать, потому что бабушка сидела, молилась, бубнила и так далее. Сначала тебе сложно, думаешь, а как я вообще без света? Тревожно, да? Вот первое ощущение тревоги. Думаешь, нет, ну как-то что-то... А потом, когда ты уже выспался на этой перине, ты думаешь, боже, а как я отсюда уеду? Вот этот вопрос главный, который вам придется как-то еще решать. И наши вот коллеги, которые проживали, мы очень волновались, одеть белье там, а вдруг шов будет мне там впиваться. А здесь Ольга Сюткина увидела, что это французский шов, который 19 век, который зашит и никак не колет тело.
И кто-то мне говорил, что давайте не будем вот ставить, что надо в обед уехать. Потому что вот мы только утром расслабились, мы поняли, что вот мы в каком-то своем таком месте, и вспомнили там всех своих родных. И вот этот очень важный залог сподвигнуть людей, подумать о своей семье и, может быть, об этом древе, о котором мы сейчас тщательно собираем от семьи Сурановых. Есть такая вот, наверное, интересная деталь. По сопоставлению документов хозяину дома Василию Суранову в феврале этого года, 22 февраля, должно было бы исполниться 200 лет. Фантастика. И мы думали долго, как нам этот день рождения отметить. И мы пригласили всех родственников, которых мы знаем. Приехало 17 человек. Так не бывает, Подростки и очень взрослые люди за 80. Они сели за один стол, мурашка вся. Они сели за один стол, мы были в нашей столовой при кухне, еле-еле все уместились, и они сидели за столом, и они все поняли, что они друг друга не знают, а имеют одного своего корень, это Василий Суранов. Ну, кто-то больше знает, несколько человек в семье знали друг друга, а кто-то совсем рассыпаны с этой фамилией. И фамилии, которые у дочерей, конечно, поменялись. Но тем не менее, и когда мы сами свое родовое, которое смогли сделать научным отделом, мы положили на стол, они включились и говорят, а вот здесь вот Маруся-то нет, а вот здесь вот пустое, это надо вот вписать сюда Прокопа, там и что-то такое. Началось вот такое движение, и вот этот проект сурановский, вот так, дом Суранова, «Жизнь коломенская не игра», одна из его главных задач, вот сейчас и год семьи идет, как-то все совпало, да, чтобы люди обратились как бы внутрь себя, это очень интересно, это важно, и не только для нас, а для наших деток. А самое главное, что придумывать ничего не надо. Надо, да. Все, что как бы на что нам нужно опираться, оно вот здесь просто нужно это увидеть, нужно вложить в это столько любви, не знаю, души, хочется сказать, образования, потому что здесь все настолько, действительно, как моя мама сказала, ощущение, что я путешествую по пьесам Островского. Наташ, нет тех слов, чтобы выразить наше общее впечатление. Мы от всей души желаем, чтобы проект жил. Мы хотим поблагодарить каждого, вот вы сейчас не видите, а внимательные 8 пар глаз наблюдают, потому что все замечательно, но собрать вокруг себя единомышленников, мы сегодня Никиту Михалкова вспоминали, у нас был ранний завтрак, это, конечно, ваш особый талант, и пусть вот Господь, я не знаю, собирает, продолжает вам дарить такие удивительные встречи. Я вот хочу еще сказать, наверное, это важно, что я, конечно, застрельщик, я это все заварила. Я сказала, что мы идем как-то, и всем было трудно в это поверить, что это можно сделать и быстро, и на таком уровне. Но 2 сентября прошлого года, нам еще года даже нет, когда я попросила руководителя проекта, который вел всю оперативку, каждый день в 6 утра оперативка, написать списком всех, чтобы никого не забыть поблагодарить, это получилось 110 человек. Это специалисты из разных областей знаний, начиная там от реставраторов архитектуры до там вот меню, кухни, которую я уже упомянула. Весь спектр: одежда, экспозиция, реставраторы мебели, реставраторы дома. Ну, так это можно долго перечислять, но чтобы все понимали, что это я, как бы, ну вот, может быть, такой клей, может быть, такой вот инициатор. Какая-то такая ракета. Вот я хотела сказать, скорее ракета. Клей, это как-то все не про вас. В общем, семья и чувство благодарности. Да, семья, вот это когда, очень важно. да, семья и благодарить бесконечно 110 имен, это, конечно, не считая поставщиков. Это только команда, которая непосредственно, как муравьи, каждый день что-то делали. Иначе было не успеть. Наташ, мы сегодня с утра, мы немножко вчера при свечах рассказали, сегодня с утра, но я подчеркнула, что для каждого приезжающего своя история. Да, не знаю, как-нибудь отдельно, может быть, если вы позволите, мы снимем про команду, которая все это придумывает, потому что, ну, когда так все легко, ты понимаешь, сколько сил, труда вложено, вот, и для каждого история своя. Мы сегодня варили варенье, и моя мама, я сейчас
волнуюсь, сможем ли, сняв с нее чепец, вообще как-то вернуть ее... Как-то в машину посадить, да? да? Как-то вообще... А не в бричку. Да, не в бричку. Кстати, на бричке мы приехали. Я вообще-то была уверена, что с этого начнется, но мама вспомнила, как бабушка, от краешков к центру. В общем, Она сейчас мне сделала замечание. Да? Вот вы сейчас испортите, Наталья. Вот надо от краешка к центру, плавно, без нажима. В общем, мы на патоке сварили варенье. Мы сейчас его разложим. С розовым перцем. Да, с лепестками роз. Розовый перец — это ладно. Мы разложим это в банке и будем, как сказать, вкушать аромат этих яблок. И только таким образом, может быть, доберемся до Москвы, но ждите нас назад. Мы долго без вас не протянем. И это здорово. Это очень здорово. Мы будем вас ждать. Спасибо вам огромное. И поздравляем. Да. Вкусная.